Война. День 232. Ситуация на фронтах. США не может себе позволить оставить без ответа использование ядерного оружия России против страны, не имеющей ядерного оружия, так как это окончательно разрушит систему мировой безопасности и даст сигнал, что так можно захватывать страны, не имеющие такого оружия. И похоже, Запад окончательно определился с алгоритмом действий в случае применения Россией ядерного оружия. Ранее отставные американские генералы сообщали, что если Россия нанесет ядерный удар по Украине, то ответ США будет конвенциональными средствами по российским войскам. И как сказал Джей Салливан, последствия для России будут катастрофическими. Теперь это уже подтверждают и официальные лица, такие как верховный председатель ЕС Жозеп Боррель. НАТО действительно имеет колоссальное превосходство в авиации, флоте и ракетном вооружении над Россией, и им просто нет необходимости использовать ядерное оружие для уничтожения российской армии, а вместе с сухопутной армией Украины Россия будет быстро разгромлена. В то же время ответ на ядерное оружие обычным не приводит к эскалации. Кроме того, в использовании ядерного оружия России также не заинтересован Китай, так как это приведет к тому, что для обеспечения своей безопасности многие страны захотят обзавестись таким оружием. Китай окружен богатыми и технологически развитыми странами, такими как Япония, Южная Корея и Тайвань, которым будет несложно обзавестись ядерным оружием, и это полностью нивелирует превосходство Китая в регионе. Тем не менее, полностью исключать возможность применения ядерного оружия, несмотря на всю бесперспективность этого, я бы не стал. Ведь российское руководство уже сделало достаточно безумных шагов. Альянс Свободы. В Британии завершилось обучение очередных 10 тысяч украинских военных, которые теперь будут направлены на фронт. Помимо необходимой подготовки, военные получают еще и все необходимое современное обмундирование, включая каски и бронежилеты. Противостоять им придется российским военным в портянках, кирзовых сапогах, стальных касках и с ржавыми автоматами. Также Россия расконсервирует старые гаубицы Д-1 1943 года и танки Т-62, которые они собираются восстанавливать в количестве 800 единиц. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы в Сумской и Харьковской области, а в Белгороде отмечается работа ПВО, а также произошел взрыв на одной из многоэтажек. Учитывая небольшую силу взрыва, вероятно, это неудачно сработало ПВО, так как в случае прилета ракеты, предназначенной для наземных целей, повреждения были бы куда серьезнее. Тем не менее, без пострадавших не обошлось. Спасатели, приехавшие на место происшествия, сбили женщину. Благо, оказание помощи долго ждать не пришлось. Сами сбили, сами и полечили. В Луганской области русские создают линию обороны, напоминающую о Второй мировой войне. Линия обороны состоит из двух рядов зубов дракона, за которыми следует траншея, вероятно предназначенная для остановки техники, а затем огневые позиции для пехоты и техники. Также они предпринимают контрнаступательные действия, дабы отбросить украинские войска, но им это не удается. За Северским Донцом россияне продолжают атаковать Бахмут. Бои идут в непосредственной близости к городу. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, в том числе сильно обстреливают Запорожье и Авдеевку, где погибли мирные жители. Юг. Россияне приступили к разбору завалов на Крымском мосту. Проезд транспорта по нему сильно осложнен, что бьет по логистике полуострова и южной группировки российских войск. Так сообщается о очереди на паром в количестве 900 фур. Водителям приходится ждать переправы более 3 суток. На линии фронта сообщается о обстрелах, но без продвижений. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, комментарии адекватные и колокольчик. Также большое всем спасибо, кто поддерживает канал финансово.